Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUI, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика», и у меня сегодня подписчик под псевдонимом Тофа. В предыдущем сезоне у него был ранг Король 3. Итак, подписал он эту запись, как наказал имбу. И мне вот насколько интересно, как же ты наказал эту имбу? Или имба все-таки наказала тебя? Или... Не знаю. Будем смотреть. Будем разбираться и будем смотреть, что же здесь такая за имба. Меня заинтересовал данный ролик. Вот. И, кстати, огромнейшее тебе спасибо за то, что ты проверил запись. То, что у тебя здесь нормальный FPS, нормальное качество картинки. То есть тупо ставлю тебе лайк за это. И, ребят, если вы хотите попасть в данную рубрику, то в комментариях будет закрепленное сообщение, в котором есть ссылка на конкретную запись в телеграм-канале. Поэтому переходите по ней, соблюдайте все условия и присылайте мне запись на комментирование. Вот как бы и все. Вот, поставил сразу со старта лустрик, и можно как бы уже понять, как бы без зазрения совести, что здесь будет чистый инкам, я думаю, так максимальный инкам. И вот посмотрим, насколько он его будет реализовывать, этот максимальный инкам. Потому что здесь, кстати, есть аптечка священника, и как бы здесь есть, если что, метаморфоза. Две реликвии, которые друг друга дополняют. Одна отнимает тебе хп, а вторая, если все у тебя отлично, то тебе восполняет твое потерянное хп. То есть обе реликвии, они идеально сочетаются. Поэтому, ух ты, ух ты, и мой Линка пришла, и жрец пришел. Ага-ха-ха. Как покупать фигуры? Вы уверены, что больше не хотите получать подобные сообщения? Ребята, кому... кому нужны такие гайды? Ну-ка, признавайтесь. Кстати, если что, я эту рубрику записываю после своей каточки, которую выложил в 12 часов дня, поэтому кто ее не смотрел, обязательно посмотрите, там был нереальный пот, и я до сих пор от нее отхожу. Я, грубо говоря, посидел минут 15, понял, что уже довольно-таки много времени, 11 часов, а мне на завод сегодня. Ну, ладно, для меня это завтра, для вас это уже сегодня. Короче, мне на завод работать, все дела, короче. Вот. И та каточка была просто сумасшедшая. У меня до сих пор, если что, горло не отошло. Я чувствую, как оно немного, знаете, в таком напряжении, похрипывая чуть-чуть. И губы у меня максимально пересохли. Водичку я с собой как бы взял вот в таком вот беленьком стаканчике. И будем сейчас расслабляться, спокойно комментировать данную каточку и передавать максимально свои эмоции. Там чел на фулл людях уже сидит с ником Директ. Угу, понял, принял. Я, кстати, давно на людях не играл, сильно рано. То есть вот прям, чтоб на третьем раунде, точнее на четвертом раунде у меня тупо стояли люди, такого давно не было. Вот на пятом было, сегодня в 12 часов дня, на пятом было. А вот на третьем, на четвертом вообще не помню такого, что было. А вы прикиньте, реально на третьем раунде получить баф людей. Это ж очень сильно. Это нереально сильно. И, кстати, ребят, я знаю, что я всех вас уже задолбал. Знаю это прекрасно. То есть, ну не кидайтесь гнилыми помидорами и какахами и так далее, и так далее, и так далее. Просто поддержите меня и помогите мне реализовать свое достижение. Я хочу достичь 2000 подписчиков, но без вас я этого сделать не смогу. Поэтому что? Поставьте лайк, поставьте комментарий от 3 слов, а кто не подписан на YouTube, то подпишитесь, потому что осталось меньше 30 человек. Буквально в первых числах эта сумма была в сотни, а теперь уже меньше 30. Огромное спасибо за то, что поддерживаете. Огромнейшее спасибо. Я премного вам благодарен. И, ребят, сделаю такую небольшую минутку рекламы, потому что тут все равно играют как бы через лустрик. Просто расскажу, что происходит в моем телеграм-канале. Самое главное, чат комьюнити. Второй момент, я веду свой небольшой личный блог, пишу когда стримы и пишу когда выходят анонсы обновлений, все такое, знаете, небольшое свое мнение выкладываю. Также провожу там опросы по поводу там, как улучшить канал, какие там развития и тому подобное. Короче, много чего интересного, без какого-либо спама. Каждый день от меня вы сообщений видеть не будете. Вот как-то так. А может быть и хотели, конечно, чтобы я каждый день писал сообщения. А? А ну-ка. В комментарии скажите, хотели бы вы каждый день от меня сообщения видеть? Может, прогноз погоды устроить вам? Ладно. Берет, ну, как бы Лину оставил, это хорошо. Докупил себе стол. Скорее всего, уже подготавливается к 10-му раунду. И это на самом деле правильно. Либо же он будет играть через фулл экономику по максимуму, тогда я, чтобы выйти в максимальное количество денег. И все было прекрасно. Ну, либо. Ну, кстати, баф людей ему пришел. Баф людей пришел. Баф людей. Ага. Ага. Давай тролля продавай. Отлично. Что мы будем делать?
Угу. Угу. И уровень возьмешь, да? Не, дальше на лустрике будет сидеть. Отчасти, на самом деле, правильное решение, то, что он именно так сделал. Отчасти. Только надо посмотреть вражеский стол. Я бы, на самом деле, на его месте даже, может быть, из инкама вышел. Но тоже потерять 8 монет, потерять лустрик 3 единицы. Но надо чекать вражеские столы в любом случае. Если ты уже начал играть через лустрик, то надо посмотреть вражеские столы. Фух, не могу. На самом деле, у меня так горло пересохло дико. Так что я извиняюсь. Извиняюсь, я буду пить воду, потому что я до сих пор не отошел от той каточки. Она максимально эпическая была. Я в который раз убедился, что скилл тупо решает в этой игре. Ага, кстати, волшебники хорошо идут. Убьет охотников. Мне на самом деле не... Ну, на самом деле, он мобов, знаете, как он может пережить мобов? Вот в легкую, как может пережить мобов. А тупо найдет эльфов. Найдет волшебников, найдет эльфов и спокойно переживет 10-й раунд. Только ему нужно в любом случае будет взять 5-й уровень. Но он, я думаю, за пару раундов возьмет. Я просто смотрю, что ты не чекаешь... А, вот чекаешь, все отлично. Ну да, ты по сути всем здесь проигрываешь. У тебя максимально плохой стол, поэтому ты должен всем проигрывать тут. Да ты и так бы проиграл. Ну, для уверенности бы сделал так, это хорошо. Перестраховался. Идет плюс стрик. Жалко, конечно, что ему люди раньше не пришли. Он мог бы, знаете, ну, если бы, ну, естественно. Если бы такая бы, во рту бы росли грибы. Ого! А что это? Это Таймс-сквер? 2 омника? Берем. Мы берем эту прикормку по-любому. Тофа, давай. Миндальная связь. Тупо лайк. Тупо лайк. Ну чё, давай поставим духовников. Хорошо. Вот Тофа шахматист просто уехал уже на вражеский стол и такой чисто морально начинает его душить. Видите, даже что ты там танцуешь такое? Шахматист с катаной. Алло. Мы такое, ну, как бы не это... Не осуждаем, конечно, но лучше, чтобы это был женский пол и немножко покрасивее. Хотя собака тоже прикольная. Но нет. Мы не по таким. Женский пол имба. Да, что-то как-то его туго здесь бьют. Но нормально. Нормально, пока режим терпилы включен. Ух ты, как ему люди приходят. Боже, я удивлюсь, если мы сейчас довольно-таки быстро придет усиление. Подожди, зачем... Не, ну типа ладно. Можно тогда и Лину на самом деле поставить. 2 Лины как бы по лагуне скинется, увеличит свою скорость атаки, все дела будут неплохо. Либо же орка-охотника, который присумонит кабанчика, не? Не хочешь? На самом деле ситуация у него довольно-таки хорошая. 80 хп, 30 монет, 6 лустрик. Если мы сейчас... А, кстати, я там не заметил, есть хаотичный договор? Вроде бы хаотичного договора нету. Ну ладно. Я бы на его месте, конечно, Лину ставил. Типа от Мартетки на таком этапе игры нет вообще смысла. В ней нет никаких предметов, от этого нет никаких смысла. А от Лины Лагуны как бы есть, потому что, извините меня, нюк на сколько там, на 300 единиц это вкусно. Да, на 300 единиц, по-моему, нюк прилетает. На 300 единиц нюк это вкусно. Тем более у него, кстати, урок войны есть. Он мог бы поставить орка-охотника, который бы кабанчиком душил. Ну, пойдет. Хотя, кстати, 1700 урона нанесла. Неплохо, неплохо. Имба! Бери! Хаотичный... Бери хаотичный договор. Красава. Боже, ты меня радуешь. У нас с тобой миндальная связь, походу, прям сразу в ролике идет. Теперь можно на лустрике не сидеть. Не, ну в принципе можно. Надо еще один раз хотя бы проиграть. Чисто, чтобы у тебя максимально хаотичный договор работал. И все. Надо брать. Давай юзай. Давай юзай, потому что к тебе может прийти вот это вот самое последнее место, абракадабра, или как его? АБКР-3, РД3, R3DXP.
И будет печально. Вот, отлично, хорош делаешь. Хорошо делаешь. Но я на самом деле не понимаю пока что. Подожди, нет, я походу прочитал его мысли, что он хочет сделать в этой катке. В этой катке, скорее всего, будут охотники. Да, ну вот, все, я прочитал. Все, ну просто. Я умею читать эту игру. От А до Я. Тут, короче, будут охотники через мартретку. Через мантию короля. Все, чекайте. Чекайте. 100% так будет. Отвечаю. Да все, можно лустрик как бы не ставить. Можно выставить свой стильный стол. Я бы, конечно, вместо легионки... Ну ладно. Я бы вместо легионки лучше Омника оставил. У Омника приятный нюк есть. Ты можешь уже как бы хаотичный договор юзнуть и выносить, ну, типа, по максимуму выносить. О! Skill detected. Антимаг. Skill detected. На такой ранней игре получить антимага, это незаконно. Таких людей надо в бан отправлять. Ну, кстати, Тоф, а реально, почему ты не ставишь себе фуловый стол и хаотичный договор не юзаешь? Если что, жду ответ в комментариях. Потому что ты мог бы спокойно сейчас выставить свой стол. Да, ты бы в любом случае, как бы, ну, может быть, проигрывал. Ну, скорее всего, проигрывал бы. Боже, как тебе идет хорошо по людям. Так вот, скорее всего, ты бы проигрывал эти игры. Но у тебя был бы хаотичный договор, и с помощью хаотичного договора бы ты получал бы по максимуму хорошо. То есть ты бы минимум получал в табло, и лустрик бы не потерял. Ну, ладно. В принципе, сейчас юзнул, пойдет. Отлично, предметы перекинул, хорошо. Расстановка, конечно, мне не особо нравится, но это уже не критично. Вместо легионки, кстати, можно собаку поставить. Будет неплохо. Как-никак, 2 собаки за сумонит уже будет получше. Не? Не нравится расстановка. Не нравится она тем, что они близко сильно стоят. Они могут сразу на лину прыгнуть. Ну, убийца в любом случае бы прыгнул. Но все же. Так. Клоки. Ой, тут фул мехи. Ой, фул гоблина. Это печально. Ладно, хотя бы минус 1. Минус 7. Угу. Волшебник. Хорошо. Да, охотников. Охотников делает. Охотники будут через мартредочку. И... А чё еще одного волшебника взял туда? Не хватает одного. Столы, конечно, у противников жирные. Прям такие, знаете, прям жирно-козырные. Терек без денег сидит, несмотря на то, что у него там были люди с самого старта. Обалдеть. О, Манки Кинг. Но берет Манки Кинг, окей. Не понимаю пока что, зачем... Ну ладно, пока я пытаюсь, знаете, там с самого старта угадать, что конкретно он тут хочет собрать. Но вообще не понимаю. Так, ага, людей поставил. Сейчас будут фул охотники. Ну, как по мне, рановато людей-то продал. Мог бы еще сидеть в людях. Хотя бы этот раунд. Плюс 2 опыта лишние бы не были. У тебя все равно сильная была, сильная лина была, все такое. Вот такая вот расстановка мне вообще не нравится. Сейчас, скорее всего, ты откиснуть можешь. И ты, скорее всего, и откиснешь. Ну, во-первых, не надо было, скорее всего, людей продавать. У тебя были довольно-таки сильные... Ну, у тебя хотя бы лину не надо было продавать. А не, вынес, прикиньте. Нормально такие мутычки сработали. Хорош. Я все равно бы людей не продавал пока что. Рано, как по мне, было продавать. Ну и ладно. Скажем так, победители не судят этого раунда, правильно? Правильно. Но я бы не делал так. Я бы людей оставил. Все-таки плюс 2 опыта лишним не будут. У тебя бы сейчас было 23 опыта. Это все равно вкусно. Очень приятно. Но расстановка, конечно, на мобах такая себе. Но она работает, в принципе, ок. Ладно.
Я бы сказал одну фразу, кто как хочет, как... Но не буду ее говорить полностью. Хорошо, усиление есть, отлично. Ролится сидит. Не, берет уровень, блин. Немножко поролился, усилил себя, это хорошо. Мирану, кстати, надо на самый край ставить, потому что она свой стан на максимум зарядит, и там будет чуть ли не вечный стан у чувака. Поэтому Мирану мы всегда ставим назад. В самый крайний угол. И почему Верка стоит впереди? Не понял. В чем прикол? Она же, ну, не потанчит даже урона, это ж не Муэрта. Была бы Муэрта, она бы потанчила урона. Как же хорошо хаотичный договор работает. Просто идеально. То ли здесь будет кунг-фу, то ли здесь будет мартретка. Что-то одно из двух будет. Чел, который играет на Тиректе, тупо играет без денег. Но у него там и стол соответствующий. 6 магов. Ему в идеале нужно будет здесь поставить морских, скорее всего. Чтобы морские не так много в табло получать. От магов. И вот, кстати, сейчас, если Разор придет, он его полстола схавает. Поэтому надо... Мирану в любом случае ставить надо на край. В любом случае. Пусть она лучше на максимум стан зарядит, чем на минимум. Кстати, вот он и пришел. Один прокаст Разора минус стол. Они просто все в радиусе были этого Разора. Поэтому такая поплава произошла. Ага, морскую сразу берет. Хорошо. Это хорошо. Фух, не могу. Горло пересохло люто. Но Терект вообще сидит без денег. У него есть винстрик, сидит полностью без денег. Рискует парень. Рискует, чтобы удержаться на винстрике. Но я бы на его месте все-таки, наверное, выходил в бабки. Потому что у него стол довольно-таки там сильный. И ему бы просто деньги. Деньги? Деньги! Выйти 50 монет, потому что у него парки есть на первом месте, который играет через гоблинов. И по сути, если Терек правильно, ну, все хорошо у него закастуется, то он спокойно вынесет этого парки. Парки, кстати, не брал реликвию, скорее всего, у него там Амора висит. Либо же просто ждет. Оп. Станчик Хускара чисто. Хорош. Тирек прервал. О, это плохо. Это плохие новости, конечно. Потому что Тирек будет огромный. Но если Тирек не будет идти в инкам, то он будет не огромный. А сейчас он, походу, будет идти в инкам. Он самого своего злейшего противника вынес. И может чилить. Морских. Ага. Ага. Отлично. Хорошее решение. Такое решение мы одобряем. Поставил 20% морских, это лишним явно не будет, потому что, ну, извините меня, маги довольно-таки сильно дамажат, особенно у Тиректа, которого там разор 2 звезды. И не дай бог, там чел еще и посох 3-го тира найдет. Если найдет посох 3-го тира, то это будет поплава. Давай на мужика, продавай его. Хорош. Ему тупо сейчас не хватает какой-то медузы. Одна медузка. И у него будет 60% защиты от способностей. То есть там Разор не будет так сильно дамажить. У него будет довольно-таки сильный урон. Там всякие кораблики и тому подобное будут ему не страшны. Да в уровень идти надо, как по мне. Есть подозрение, что будет мартретка. Есть подозрение. Угу. Угу. А там посох 3-го тира. Без шара бездны будет трудно. Это плохо. Да, у него, конечно, есть вот этот вот плащ. Плащ-пальто 2-го тира, который дает 50% магического сопротивления, но... Я думаю, сами понимаете. Без шара... Не, ну хотя если он будет играть тупо... Не, ну все равно шар бездны это лучше, чем вот это вот плащ. Но если за неимение... Чего? А, это пингует, понял. Понял, пингует. За неимение лучшего и этот плащ-пальто сойдет.
Так, разлагала, хорошо. Не Мамора плохо. Если бы упала Мамора, можно было бы как бы... Будешь Мамору делать или мету возьмешь? Может мету хпшку восстановить? Ну, пока что ты все равно юзать не будешь, эту мету. Или Мамору рискнешь. Просто и яйца тоже классная тема, и Мамора классная тема, и мета классная тема, потому что будешь хпшку себе регенить. У тебя и так 53 хп. Да, ну только давай снайпера в уголок. Пожалуйста, в уголок. Да, я ж надеюсь, ты в следующий раз начнешь их в угол ставить. Просто накажи их, поставь их в угол. Можно взять мету, можно взять яйцо. Обе реликвии классные. Либо же... Хорошо, мету взял. Сейчас только не юзаем. 2 раунда пока что можно не юзать. У тебя слишком много денег потеряется. Из-за того, что у тебя есть лустрик. А нам это сейчас не надо. Нормально. Хорошо. Хорошечно. Пока что не теряет хп. Денег кучу имеет. Чел там в ноль сидит, тупо ролится на тиректе. Так, почти 9, отлично. Последний раунд и можно и мету юзать. Только надо будет смотреть, что к чему. Я почему говорю за угол? Я уже рассказал из-за того, что тебе там разор полстола твоего снес, просто из-за того, что все впритык стояли. Ты мог бы хотя бы парочку единиц его вынести. Но все же. А, там чел разора поставил вообще фиг знает куда. Ха! Хорош! Но в самом деле ты его можешь спокойно вынести, если у тебя сейчас будет 4 морских и, ну, блин, наверное, чуть-чуть получше предметы. Но на самом деле, один чел играет через броню, второй через магический прокаст, урона не хватает. Ну что, сейчас будем мету юзать. О, сюда. Сюда. Хорошо. 4 морских. Вот это то, что доктор прописал. О, сундучок. Что за сундучок? Что у нас там? Давай. Гиперстон, либо же... Не юзай пока что. Не юзай. Подожди следующий раунд. Ух ты. Блин, ну посох третьего тира это, конечно, классно. Но ты не... Ой, ты... Забирай свой слой назад, это еще лучше. А если в будущем будешь играть через мартретку, так это вообще будет обалдеть как много. Обалдеть как круто. Ага. Ну, по идее, это не так критично. Можно было бы мартретку не ставить. О, антимаг 2 звезды. Печально. Но у тебя есть как бы морские 60% способностей ты хаваешь. Но в любом случае слабо, тупо нет урона. Хорошо, что мету не юзаешь, правильно делаешь. О, хорош. О, мартретка. Явилась, не запылилась, дорогуша. Где ты шлялась? Как была такая, а? Да не, пока рано. Ты шо? Не надо так делать. Не, отдай предмет обратно. Где ж... Да, хорош. Прекрасно. И Мирану надо дальше поставить. Поставишь дальше Мирану, будет все замечательно. Угу. Тоже неплохое решение. Ну ладно. Неплохое решение было поставить орка шамана. Просто от орка шамана сейчас мало проку. Вот если бы он был в 2 звезды, то это было бы очень много проку. А вот демортретка, оказывается. А вот теперь это жестко. А вот теперь это очень жестко. 12 хп. Это жестко, это очень жестко.
Но пахнет нереальным камбэком зато. Хотя... Не, ну если он найдет мантию, он 100% это камбэкнет. И я думаю, что он будет рисковать на этом раунде и найдет себе мантию. Есть у меня такое подозрение, что он это именно сделает. Потому что не рискнет, он отлетает. Еще и безумная маска упала. Тут надо 100% рисковать. Ага, хрень упала. Давай сейчас рандомим, смотрим, что там придет. Бусы. Ну, блин. Ну, блин. Надо рисковать. Не будешь? Или рискнем лучше? Может, рискнем? Мгм. Уровень. А зачем? Ради орка шамана взять уровень? Насколько это, конечно, оправдано, пока не ясно. Но, как по мне, это... Ну, чуть-чуть такое себе. Я все-таки думаю, он будет рисковать. Так, парки пришел. Мету изнул, хорошо. Бабка уже испепеляет потихоньку. Хотя нет, бабка вроде чилит. Бабка чилит, потому что стан Мирана прилетел на все табло. Ой, ой, как бабка молодец, еще и прыгнула в другую сторону. Просто шикардос. Плюс 7 хп, замечательно. Орк. Реликвии, кстати, классные. Есть и гнездо Мамора, есть то, все. Я думаю, будет рисковать. Не знаю, у меня что-то есть. У меня прям лютая чуйка, то, что он сейчас будет рисковать. Прям лютая чуйка, что рискнет. Я, конечно, удивлюсь, если он будет держать как бы до 30-го раунда свои предметы. Не, ну может ему сейчас не будут приходить топчики. Хотя топчик там уже проиграл один раунд. Надо посмотреть, как он будет против топчика жить. Если будет против топчика жить хорошо, то будет все хорошо. Логично, да? Логика логичная. Так, Тирект, топчик, с лечом уже. Хорошо. Но у него, напомню, что у него, если что, есть плащ-пальто. Оно выносит все. Ну, типа, 4 морских, плащ-пальто и нормально снес табло. Хотя у Тиректа, если что, я напомню, посох 3-го тира. Кстати, ой, хорошо, паучиху вместо кого берем? Можно вместо... Ну ладно. Можно было бы подождать апгрейд и вместо этой, как его, вместо снайпера поставить. Либо же вместо орка-охотника. Все-таки 100% миссы каждые 5 секунд. Или сколько там она кидает? Паутинку. По-моему, раз в 6 секунд. Либо... Что ж такое? Алло, не лагай! Игра, дай людям поиграть. Где какая? Ты шо? Не дает она поиграть. Падлу такое. Не, упадет ему мантия. Он заберет эту игру. С мантией у него будет баф охотников. У него баф будет демонов. У него еще свой родной баф эльфов есть, который дает миссы. А там 9 охотников. Ой-ой-ой. Там вот этот чел, который играет через эльфов, сильный. 3 звезды ее собрал. Есть 9 охотников, конечно, еще тоже очень сильные. Есть еще демоны. Я за демона как-то особо не переживаю, но вот как-то Тирекс, кстати, ну, не реализовал себя. Я больше переживаю за то, что сейчас к нему придет этот эльф и снесет ему табло. Это вот охотник. Ваншотнул. Дойти не может тут. Так, Хекс. Ой, Хекс Сайленс. Хорошо. Так, отлично. Охотника он ниже... У охотника 1 хп остался. Ох, темпларка. Темпларка это хорошо, можно оставить пока что. Прикиньте, собрать темпларку в 2 звезды под мантией
Это будет развал. Ну, это будет прикольно, но я не скажу, что это будет имбово, потому что намного сильнее, как по мне, будет Мартретка, чем Темпларка. Хотя у Темпларки есть собственный щит, который, во-первых, дает урон. Ну да, логично. Это было логично. Вот это у чувака там ник. Джоя наорал. Короче, когда откроют таблицы игроков, посмотрите ник таймчела. Джоя. Кстати, игра настолько то ли не оптимизированная, то ли что. Вы посмотрите, какие там края слева-справа. Как обновить набор фигур? Нормально такие подсказки рандомные. О, это вообще что-то непонятно. Он его вынес. Все, пока. Пока, челик с винстриком. Рад был повидаться. Так, охотник вылетел один. Этот чел тоже сейчас вылетит. Да. Минус 2, 34 хп есть. Мета хорошо работает. Вертолетик. Нет, до демонов я бы не скипал пока что. Смысл того, чтобы скипать демонов? Типа зачем? Ну да, Battle Fury в принципе неплохо. На самом деле ему мантия нужна. Блин, как ему только упадет мантия, все, и у него игра пойдет своим чередом. Будет разваливать, ничего делать. Интересная игра на самом деле. Чем она закончится. У него была плохая ситуация, потом такая, знаете, более-менее сейчас ситуация. Ему только мартретку в 3 звезды надо найти, потому что не найдет мартретку в 3 звезды, будет печально. Ну и мантия. Самое главное сейчас это мантия. Мантия нужна. Вот видите, как мартретку хавают. Больно ее хавают сейчас. У нее тупо урона нет. Давай, Мамора. Мамора, смотри. Мамора. Ладно, зато рейд ночных зверей есть. Рейд ночных зверей есть, это хорошо. Антимаг. Ну, кстати, шикарное решение пока что антимага поставить. И эльфов, потому что он в любом случае сейчас как бы не имеет мантии. И эльфы ему дадут прок, потому что у него как бы и мисы будут от мартретки, и урон будет от мартретки. А там, если что, есть чуваки, которые с руки бьют, кроме одного. Там один чел на магах играет. Но демонического волшебника он не скипает, это хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой. Честно, мне показалось, что это еще одна мартретка пришла. Рискует. Пошел. Давай, дорогой. Хорош. Это сильно. Это очень сильно. За такое минимальное количество роллов найти себе мартредок столько. Ну, давайте вспомним момент, сколько раз я нашел столько мартредок. До таких моментов, минимум. Я помню, когда вообще никто не собирал мартредку, я такой думаю, ну что ж. Давай. Это лаг. Это 100% лаг. Знаете почему? У него сейчас, если что, на 10 уровне шанс выпадения синей фигуры 25%. И давайте вспомним, сколько раз такое было, когда я на 10-м... Да даже не на 10-м, на 9 уровне никто не собирал моего керри мейнового. Я тупо сролил 100 плюс монет за всю игру. И, ну, не за всю игру, ладно, там больше монет я строил, но конкретно когда искал одну фигуру. Я не находил 3-звездочную фигуру, а тут тупо меньше 50 монет он сролил и нашел мартретку 3 звезды. Но тут я за него обеими руками болею. Обоими. Обойму зарядил и погнал. Давайте кто-то вылетите уже. Я хочу уже мантию посмотреть на мартредочке. Давай. Мантия на мартредочке. Пора. Давай вылетай кто-то уже.
Урон божественный. Гоблин, конечно, делает свою поплаву, но он уезжает в next lobby. Хорош. Он сейчас всех выносит. Не будешь рисковать, не найдешь? Не хочешь поискать мантию? Или может рискнем, найдем мантию, а? Или ты подождешь 35-й раунд, когда у тебя там будет тонна предметов? Пока что все замечательно. Хочу мантию. Мантию хочу. Хочу мантию. На самом деле, я не думаю, что игра продлится больше, чем... Ну, там, я думаю, 35 плюс-минус раундов максимум. Боже, как часто вылетает из игры. Нормальный пингвуз такой. Пингвуз. Пингвуз. Так, парки. Ой, как... Ого! А бабка там серьезный такой-то противник, если чё? А так-то, если что, бабка, если что, только что вынесла Мортредуку. Не будет мантии, бабку он не, может и не перебить. Интересная, конечно, задумка с вот этой вот мантией. Да, в такие моменты, конечно, когда так пингует жестко, это печально. И обидно, что ему сейчас только что винстрик сбили. Ну, не винстрик, а просто его сбили. И я так и не понял, Аганим в Леоне находится, а почему не в бабке Аганим у чувака? Да, хорошо, что поменял местоположение, это отлично. Но рисковать по-любому надо. Я думаю, все-таки подождет 35-й раунд. На 35-м раунде уже посмотрит. Либо же ему с эпического сундука упадет, либо же он будет рисковать. Но у него хп есть, и я думаю, что каточка до 40-го раунда не затянется. Че там думать, двух антимагов нашел. Нормалек. Сейчас, я думаю, на 35-м раунде он находит себе мантию и просто всех выносит. Я думаю, будет именно так. С мантией он просто порвет ту бабку. Элементарно он поставит демонического волшебника. Ну, я думаю, мага сильно опасаться он не будет, потому что у него будет много магической защиты. Мага и так этого обкикивают со всех сторон, как только могут. Хотя тут 9 магов. Ну, плевать вообще на этих 9 магов. Покеда. Кстати, есть такой вот нюанс. Мне вот там написали в комментариях, что я неправильно юзаю рейд ночных зверей. Если что, если юзнуть рейд ночных зверей на 35-м раунде, вот конкретно на 35-м раунде, то еще, включая 45-й раунд, у вас будет раунд с двойными мобами. Ну, вдруг кто не знал. А то, знаете, я часто верю в то, что каточка не продлится до 45-го раунда. Не, ну бывают такие игры, но я больше верю в то, что каточка не продлится до 45-го раунда включительно, поэтому я эту тему не абузю. Я думаю, что если каточка затягивается, там 35 раундов, то максимум 40 раундов будет. 40, 42, но до 45 не дойдет. Это очень редко, когда бывает, что до 45 доходит. Очень редко. Чел на 9 магах играет там. Интересно, конечно. Но этого мага мы сейчас законтрили, по сути. Эльфа хочу поставить. Хрустальный топор, хорошо. Давай мантию. GG. 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 GG и все. Можешь шарбезно взять по приколу, если. Хотя зачем? У тебя есть мантия. У тебя есть это. Ты бери кристалл. Не, взял шарбезно. Ну, в принципе, это... Не, ну тогда отдай Мортредке кристальчик. Маску второго тира, давай. До свидания. Хотя у тебя есть 2 бесполезных. Да. Так, вот так вот лучше. О, череп. Череп имба. Давай вместо бус. Да вместо бус. У тебя ж скорость атаки дают, как бы, масочка. Это все, это разрыв. Это 100% гарантия на победу. Куда ты ее убрал? Но надо поставить демонов. Да, там есть один чел, который на антимагах играет, но... Щит 5-го тира там. Только не ваншот на себя. Хорош. Хорош. Маг вылетел. Мага можно не опасаться. Ставь демонов. Тебе нужно 2 демона. 2 ведьмака надо. Ну, то есть тебе нужно ТБ сейчас.
Просто ТБ вместо селедочки ставишь, просто разваливаешь. А еще можешь какой-то предмет найти. Да давай роль. Роль какой-то предмет хороший. Магов-то нет уже. Угу, не хочет. Ему нужно ТБ поставить. И у него будет баф демонов. И у него будет чистый урон с руки. Несмотря на то, что там есть антимаг. Леча купил. Зачем купил? Так, ну все. Нет, там Башер. Хотя там у тебя... Давай, давай, давай. Хорош. Ух. Башер не помеха, когда у тебя вот такая мартретка. Башер не помеха. Так, этого парки вынесли. Остался чел вот этот. С антимагом 3 звезды. С щитом от щит 5-го тира. Это полная. Ну, тут, кстати, антимаг. Ой, там еще что-то в 3 звезды. А что в 3 звезды там? А что там 3 звезды в море? Там в правом верхнем углу экрана обновления от Dragon типа, хотите испытать острые ощущения, от которых захватывает дух? Приходите и сойдитесь лицом к лицу в клубной битве. Заинтриговали. Разор 3 звезд. Там какой-то, на самом деле, немного странный демон. Не, ему здесь надо БКБ. Хотя ему и бессмертие надо тут. На самом деле бессмертие даже мастхэвней. Мастхэвней, потому что, смотрите. У него там без руш прилетает, но за вот эти вот 3 секунды, которые будут у него бессмертие, он тупо снесет его все. Тупо снесет всех. Давай. Ага, хорошо. Рапира! Нельзя рапиру брать. Нет сейф предметов, нельзя. Фух, хорошо. Есть Хекс. Хекс отличный предмет, потому что сейчас он должен лететь в антимага. Ну, типа, это не самый лучший предмет, но верни Хекс в мартретку, пожалуйста. Хекс сейчас не самый худший предмет. Хекс будет прилетать сейчас в антимага. Да что ж такое? Хекс сейчас будет прилетать в антимага. И за это время он ее тупо аннигилирует. Вот, видите? Все. Хекс ему очень помог сейчас. Я думаю, он даже удивлен, типа, каким образом я его вынес? Как? Что произошло? То, что он сейчас ставит Горн, это тоже, кстати, хорошая тема. Вместо эльфов поставить Горн нормас. Но у него сейчас Хекс есть. Если чел не найдет БКБ, то у него есть Хекс. И, кстати, можешь поставить в действительности ведьмаков. Селедку продай, поставь ведьмака, поставь демонов. Будет еще чистый урон с руки. О. Как обновить фигуры в магазине? Можно так, конечно, но у тебя сейчас не будет демона работать в любом случае, потому что есть эти ведьмаки у него. Классовая особенность ведьмаков в том, что тебе она выключает демонов, вне зависимости. Ну, точнее, если у тебя нет ведьмаков. Первого уровня. Урона мало, как по мне. Сейчас предметов ему то нападало, но урона маловато. Давай. Бессмертие надо. Может, бессмертие все-таки? С 4-го тира тебе особо нечего искать. Надо бессмертие. С бессмертием у тебя будет гарантия просто того, что ты его вынесешь. Все надо скипать, как по мне. Мьёльнир, конечно, классный. Ну ладно, Мьёльнир тоже. Хотя, ну реально, если там сейчас чел не нашел БКБ, то он за хекс их всех выносит. Поэтому вообще плевать. Он может этот хекс обратно себе в мартетку перекинуть. Пока что не перекидывает, конечно, но ничего страшного. Ничего страшного. Чел там вообще какой-то на демонах интересный. Что-то такое непонятное собирает. Антимаг 2 звезды. Ну, не. Чел не нашел БКБ, он умер.
Вот это ему сейчас фартануло. Вот это ему сейчас фартануло. Вы видели это? Это красивая катка. Очень красивая катка. Из соплей с 12 хп сделал нереальный камбэк. Да, это было красиво. Да, это было четко. Очень четко. Да, это была классная каточка. Получилось очень четко, очень прикольно. Мне понравилось. Замечательная катка. Непонятно, что творил тот демон, конечно. Жалко, что он не показал в конце его предметы. Было бы намного лучше, если бы он показал предметы в конце. На будущее, Тофа, если снимаешь, то покажи предметы в конце. Очень интересно посмотреть на противника предметы. В целом, катка классная. Если что, то напиши, на каком ранге ты сейчас играл. Красиво порвал. Ему фартануло в конце в том плане, потому что, если что, то крит Мартретки вернулся в Мартретку, Мартретка сразу умерла. Да, это сильно. Да, это сильно. Не, классная катка. Я кайфанул. Хорошая катка. Очень хорошая катка. Добавить нечего. Реально нечего. Просто красиво. С 12 хп выжил. С 12 хп. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте поставить свой лайк, потому что мне нужна ваша поддержка. И кто не подписан на YouTube, то подписываемся. А также помню, что у меня есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, а также на экране у вас появляется QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!